Всем привет! Сегодня с вами свяжем еще одного пупсика, вот такого маленького, в шапочке, и буду вязать мальчика. Итак, значит, что нам понадобится для такого пупсика? Значит, глазки у нас 10 миллиметров. Затем кофточку я выбрала одежду именно вот такой вот синий цвет, такой джинсовый оттенок, или как там его назвать, можно сказать, да, джинсовый цвет, джинсовый. Тело такого цвета будет у меня персикового. Затем для сосочки я решила вот красный цвет добавить, чтобы немножечко разбавить цвет. Буду вязать сосочку и белый цвет для трусиков. И вот, как видите, да, в сосочке тоже присутствует белый цвет. Так, вяжу я Gloria джинс, у меня пряжа. Крючком буду вязать самого пупсика 2,5. Пустышка тоже у меня будет этим же крючком. А вот одежду, шапочку и кофточку я буду вязать номер 3. Чуть побольше, чтобы оделась удобно. Далее нужна нам иголочка для сшивания деталей, ножницы. И там иголочки такие вот для фиксации, если надо зафиксировать что-то. Итак, автора этого пупсика и автора перевода я напишу в описании. Нашла я этого пупсика тоже в интернете, мне очень понравился и решила тоже с вами поделиться. Надеюсь, вам понравится и этот мастер-класс. И начинаем мы вязать с головы. Все детальки у нас вяжутся отдельно, руки, ноги, тело, все отдельно. Поэтому берем цвет тела и набираем в кольцо 6 столбиков без накида. Дальше я не буду показывать. Это вяжем принцип круга. Значит, второй ряд у нас 6 прибавок подряд. Затем третий ряд столбики прибавка. Затем 2 столбика прибавка. И так мы добавляем прибавки, довязывая до 8 ряда, в котором у нас 6 столбиков и прибавка. Провязали мы круг. В ряду у нас 48 столбиков. Теперь с 9 по 12 ряд мы вяжем без изменений 48 столбиков. Провязали. Теперь 13 ряд вяжем так. Вяжем 19 столбиков без изменений. Далее делаем воздушную петлю подъема. Пропускаем столбики. Со следующего столбика вяжем 8 столбиков без накида. Провязали. Далее опять делаем воздушную петлю подъема, пропускаем столбик и со следующего столбика довязываем до конца 19 столбиков. Провязали, теперь вяжем 14 ряд без изменений. И не забудьте в воздушные петли тоже провязать столбик без накида. 48 столбиков в ряду. И у нас 15 ряд. Провязываем 17 столбиков без изменений. Далее вяжем прибавка. Столбик. Прибавка. Столбик. И прибавка. Затем вяжем 4 столбика без изменений. И опять провязываем прибавку, столбик, прибавка, столбик и прибавка. И довязываем до конца оставшиеся ряды. Для чего мы все это делаем? Значит, там, где мы провязывали воздушные петли, здесь у нас будут располагаться глазки. Там, где мы начали делать прибавки, здесь мы начали формировать щечки. Вот, чтобы было понятно, что мы делаем. Теперь с 16 по 20 ряд, то есть 5 рядов, мы провяжем без изменений получившихся 54 столбика. 21 ряд провязываем 18 столбиков без изменений. Затем делаем убавку, убавка, столбик, опять убавка, столбик и убавка.
Вяжем 4 столбика без изменений. И опять делаем убавку. Здесь вяжем столбик. Опять убавка, столбик и убавка. И довязываем до конца оставшиеся столбики. Вставляем глаза и продолжаем вязать. 22 ряд. 6 столбиков и убавка. Повторяем так 6 раз, и в ряду у нас останется 42 столбика. 6 столбиков и убавка. Итак, продолжаем делать убавки. Следующий ряд 23, 5 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. Затем 4 столбика и убавка. 6 раз повторяем. 3 столбика и убавка. И 26 ряд у нас будет 2 столбика и убавка. В ряду останется 18 столбиков. По ходу вязания можете уже наполнять голову. И старайтесь наполнять плотно и щечки вот эти вот тоже, чтобы они у нас были заметны. Итак, набиваем голову плотно. Вышиваем реснички, бровки. Затем берем цвет такой же и будем утягивать глазки. Значит, первая утяжка у нас будет внизу. Вот примерно вот здесь. Так вот, немножко приподниму, чтобы было видно. И здесь. Как-то так расположим утяжки. Может быть, здесь поближе расположим. Это. Так вот как-то. Сначала я еще наметила расположение нашей пустышки. Здесь отсюда мы начнем делать утяжки глаз. Ну и, соответственно, здесь немножечко у нас утянется место это. Вводим иголочку сначала сюда. Расположила я, значит, иголочки. Вот. Значит, под глазами отсчитала 1, 2, 3 между третьим и четвертым рядом. Ну и в сторону, ряд в сторону здесь и ряд в сторону здесь. И здесь между маркерами 2 столбика. Такое вот расположение. Итак, вводим сюда. Снизу вводим ниточку. Оставляем хвостик. Далее теперь сюда. И захватывая синтепон, будем выводить глазу. Вот так. Это я уберу. Вывели. Вводим иголочку сюда и к следующему глазику. Ну и, соответственно, сюда. Также, захватив синтепон, опускаемся вниз сначала. Чтобы когда утягивали, наши щечки остались как бы плотненькие немного. Затем сюда вводим и вниз. Выводим нашу ниточку. Вот, и теперь будем утягивать. Утягивать аккуратно. Прижимать глазки. Вот сформировались у нас щечки. Вот. Здесь утянулось место, где будет пустышка. И можно делать
здесь фиксировать, но стараться как-то так вот, чтобы зафиксировалось хорошо и не растянулось. Делать несколько узелков, чтобы натяжка наша не расстегнулась, не развязалась. Далее, вот потом спрячем. Вторую утяжку глаз мы сделаем сверху, для того, чтобы глазки наши выровнялись. Итак, значит, будет утяжка одна здесь располагаться. Вот примерно в таком месте. И здесь тоже расположим вот здесь и здесь. Вот такое вот расположение. Вот так берем ниточку. Эту утяжку мы будем начинать делать. Будем утягивать ее назад. Глазки. А тут просто выводим ниточку сюда. Затем сюда. И все, и выводим ниточку нашу назад. Буду я поэтапно выводить. Вот и также делаем утяжки. Старайтесь, чтобы ваша верхняя утяжка была такой же, с таким же усилием, как и внизу. То есть не переборщить, чтобы глазки ровненько сели. Все. И сделав узелочек, закончили этим самым утяжкой. Так, ну и закончим мы ряд наш мы соединительным столбиком. Здесь у нас осталось 18 столбиков, когда мы провязали 26 ряд, 2 столбика и убавка. Соединительный столбик и отрезаем ниточку. Будем пришивать голову к телу. Вот, пока откладываем в сторону. Далее свяжем пустышку. Пустышку свяжем, сразу пришьем, чтобы у нас оформление головы было закончено. Пустышка вяжется обычный круг. Значит, в кольцо провязали 6 столбиков, затем сделали 6 прибавок, 12 столбиков, и третий ряд столбики и прибавка, 18 столбиков. Заканчиваем ряд соединительным столбиком за заднюю стеночку петли. Раз и два. Два соединительных столбика за заднюю стенку петли. Ниточку оставляем подлиннее, мы ею пришьем. Вытянули сюда и за заднюю стеночку петли, сюда же, куда мы второй раз провели ниточку, мы выводим назад. Вот, тем самым мы закончили круг. Далее средняя часть пустышки будет у меня белым цветом. Также набираем в кольцо 6 столбиков. Средняя часть у нас состоит из 2 рядов. Значит, в кольцо 6 столбиков и второй ряд 6 прибавок подряд. На ряд меньше. И делаем соединительный столбик за заднюю стеночку петли, чтобы выровнять край. Отрезаем ниточку, ну так, немножко подлиннее, чтобы пришить. И также выводим назад за заднюю стеночку. Вот, провязали. Это у нас средняя часть пустышки. Вот, и осталось нам
связать для сосочки держатель, это просто мы набираем 15 воздушных петель и все. Мы не будем вязать второй ряд, так как у нас пустышка маленькая и держатель получится сильно большим для него, если провяжем второй ряд. Поэтому просто 15 воздушных петель. Теперь сшиваем пустышку нашу. Итак, значит, прикладываем друг на дружку. И у нас мы вывели назад. В следующий столбик мы за заднюю стеночку выводим иголку сюда, вперед. Будем пришивать за задние стеночки. Вот сюда, между столбиками. Вот здесь будем пришивать. Итак, просто вводим. И беремся за задние стеночки петли. Так проходимся по кругу. Итак, пришили. Значит, держатель пустышки мы пришьем потом. Итак, перед тем, как мы пришьем пустышку, мы вышьем носик. Берем этот же цвет тела. И, значит, один столбик в сторону, вот прям ряд, который идет под глазом, да, вот этот вот в этом ряду будем вышивать носик. Столбик в сторону. Здесь выводим иголочку. И также столбик один в сторону, второй глазик. Мы вводим иголочку. И вот здесь этот ряд будем вышивать носик. Сделаем несколько стежочков. Вы сами увидите, сколько вам нужно, как только носик станет хорошо заметен. Вот тоже также не переборщить с ниточками. И поэтому смотрите, когда посчитаете нужным, тогда остановитесь. Таким вот образом вышиваем носик. Все, носик я вышила, у меня получилось 11 стежочков. Теперь прикладываем пустышку. Прикладываем под носик так слегка, чтобы до носика дотрагивалась пустышка. Вот, выводим иголочку нашу, ниточку в рабочую, выводим вот сюда, где мы пришивали белую часть. И будем пришивать именно за эти части, за ножки, получается, столбиков наших, будем пришивать пустышку. Так, чтобы сильно не бегала, зафиксирую. Вот, и все. И пришиваем. Можно пришивать не прям за каждые ножки. Значит, вывожу, значит, сюда в голову сначала. Затем сюда. И вот обратно. И так вот в нескольких местах. Пришиваем так, чтобы наша пустышка не совсем уж была прижата к голове. Так все-таки более аккуратней. Так, зафиксировала я здесь за столбик, за часть столбика ниточку. Вот и все. Теперь пришиваем держатель. Вот располагаем его как-то здесь, посередине. И с этой стороны напротив. Вот, ну все, пустышку пришили, пока голову откладываем в сторону. Будем вязать ручки.
берем цвет тела. Так, в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый ряд, второй ряд делаем 6 прибавок подряд. Третий ряд вяжем столбики и прибавка. И в ряду у нас 18 столбиков. Третий. Четвертый ряд вяжем без изменений 18 столбиков. Шестой ряд, вернее пятый ряд, столбики убавка. Провязываем столбик. За передней стеночки петли делаем убавку. Так повторяем 6 раз. Далее в шестом ряду автор нам советует провязать пышный столбик, то есть сделать как бы имитацию пальца. Я этого делать не буду. Если вы хотите, то провяжите пышный столбик из 3 столбиков с накида. Один провязали и дальше по кругу довязали до конца оставшиеся столбики. Но я этого делать не буду, я просто, значит, 6 и 7 ряд провяжу без изменений 12 столбиков. Автор перевода пишет о том, что она не стала бы этого делать. Я с ней согласна, поэтому тоже я не вяжу этот пышный столбик. Теперь 8 ряд, 2 столбика убавка, 2 столбика убавка. И 11 столбиков вяжем до конца, вернее 8 столбиков вяжем до конца ряда. Далее 9, 10 и 11 ряд вяжем без изменений 11 столбиков. Наполняем ручку и продолжаем дальше вязать. Столбик, убавка, и довязываем до конца 8 столбиков. 13 и 14 ряд вяжем без изменения 10 столбиков и набиваем ручку. Вот набила дальше плотно до верха, и здесь делаю соединительный столбик, отрезаю ниточку для пришивания. И смотрите, я буду пришивать ручки именно так, как выглядит на фотографии, которые я увидела в интернете. Мне это больше приглянулось именно в таком положении. Если вы хотите, чтобы ручки слегка были прижаты к телу, то здесь сильно не набивайте, соедините. Вот где мы делали убавки, эту часть сделайте к телу и соедините. Так вот, 2 половинки и свяжите их. И тогда пришьете именно в таком положении. Вот, а я их пришью именно так, как советует нам, показывает нам автор. Мне так больше приглянулось. Вяжем также вторую ручку. 2 ручки, старайтесь набивать ручки одинаково, чтобы они были одинакового размера. Далее вяжем ножки. Значит, набираем 4 воздушные петли. Итак, набрали цепочку из 4 воздушных петель. Теперь, начиная со второй петли от крючка, вяжем 2 столбика без накида. В третью провязываем 4 прибавки. 4 столбика, вернее. Далее вяжем 1 столбик и 3 столбика провязываем последний столбик. Итого у нас должно получиться 10 столбиков. Проверьте. Далее третий ряд. Вяжем прибавку. Затем вяжем 2 столбика. Потом делаем 3 прибавки подряд. Далее вяжем 3 столбика без изменений и делаем 1 прибавку. В итоге у нас в третьем ряду 15 столбиков. Берем маркер
чтобы не потерять ряды. Вяжем, значит, столбик, прибавка, затем 2 столбика, прибавка, опять вяжем столбик, прибавка, 2 столбика, прибавка. И далее вяжем 2 столбика, прибавка и столбик, прибавка. Вот такой у нас 4-й ряд. В ряду у нас 21 столбик. Далее 5-6 ряд мы провяжем без изменений, 21 столбик. Итак, 7 ряд провязываем 5 столбиков, делаем 5 убавок подряд за передние полупетли. И дальше вяжем 4 столбика, и делаем в конце убавку. В ряду у нас 15 столбиков. Теперь 9 ряд мы вяжем без изменений 15 столбиков. 10 ряд 6 столбиков, убавка и 7 столбиков довязываем до конца ряда. В ряду 14 столбиков. 11 ряд вяжем без изменений 14 столбиков и можем наполнять ножку. Далее 12 ряд убавка, два столбика, и так повторяем 3 раза. Это первый раз был. Далее убавка, 2 столбика, второй раз и третий убавка, 2 столбика, и в конце делаем убавку. Вот в ряду у нас 10 столбиков, в 12-13 ряд вяжем без изменений 10 столбиков, и последний ряд 14 провязываем убавка и 8 столбиков вяжем до конца ряда. Все провязали, теперь делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку для пришивания. Вяжем так вторую ножку. Теперь вяжем тело. Тело будем вязать снизу вверх, и начнем мы вязать с трусиков. У нас будут трусики, все это будет у нас цельное. Вот. Я решила вязать белые трусики, вы вяжите какие вы хотите. В кольцо набираем 6 столбиков. Итак, вяжем круг. Значит, первый ряд 6 столбиков в кольцо, затем 6 прибавок, далее вяжем столбики и прибавка, потом 2 столбика и прибавка. И так довяжите до 7 ряда, в котором будет 5 столбиков и прибавка. Так, провязали. Значит, мы 7 ряд, в ряду у нас 42 столбика. Теперь с 8 по 11 ряд вяжем без изменений 42 столбика, вяжем 4 ряда. Напоминаю вам, опять всегда напоминаю, не забывайте фиксировать серединку, чтобы не расходилась. Так, далее будем вводить телесный цвет, поэтому последний ряд, столбик я не довязываю до конца, ввожу телесный цвет. И этим цветом заканчиваю столбик. Белая ниточка нам уже не понадобится. Мы ее отрезаем. И дальше продолжаем вязать
телесным цветом за задние стенки петли. Так, провязываем 42 столбика без накида за задние стенки петли. Тринадцатый ряд, 5 столбиков и убавка повторяем 6 раз. И в ряду у нас останется 36 столбиков. 5 столбиков и убавка. Далее 14 и 15 ряд вяжем без изменений 36 столбиков. Следующий ряд у нас 16, 4 столбика и убавка. Повторяем 6 раз, в ряду у нас останется 30 столбиков. Далее у нас 17 и 19 ряд с 17 по 19 ряд вяжем без изменения 30 столбиков. Это у нас будет 3 ряда. 20 ряд, 3 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. В ряду у нас останется 24 столбика. Три столбика и убавка. И следующий 21 ряд, 2 столбика и убавка. В ряду останется 18 столбиков. Вяжем 2 ряда с убавками. Сделали 2 ряда с убавками, то есть ряд 3 столбика и убавка, и следующий ряд 2 столбика и убавка, в ряду у нас 18 столбиков. Теперь 22 и 23 ряд мы провяжем без изменения 18 столбиков, и на этом заканчиваем вязать тело. Так, закончили вязать, сделали соединительный столбик и отрезали ниточку. Так как будем пришивать голову к телу, здесь мы отрезаем коротко. Теперь нам надо вот этот вот ряд, который у нас остался, передняя стеночка петли, будем обвязывать рачьим шагом. Чтобы выделить трусики, поворачиваем к себе, вот где будет голова, вводим крючок, чтобы наша обвязка немножечко как бы прилегла к телу, потому что если мы будем вязать, наоборот повернем, то будет торчать. Нам надо, чтобы более это воздушная петля подъема, и вяжем. Вяжем рачьим шагом. Вот, то есть, когда мы будем, сам рисунок, рачий шаг, он ложится сюда. Если мы наоборот, то будет торчать. Поэтому именно в такой виде вяжите. И последний столбик я провяжу в первый, откуда начала вязать, чтобы сгладить, то есть, чтобы тут было непрерывисто. Вот. И все, отрезаем ниточку и прячем. Здесь так вот выводим сюда. Значит, здесь вот под столбик выводим ниточку. Так вот, тем самым немного выровняли край. И уводим ее вовнутрь. И здесь можно где-нибудь ее зафиксировать. Наверху, докуда достанете, там и зафиксируйте. Итак, пришиваем голову. Наполнили тело достаточно плотно. Мы ничего вставлять не будем, так как пупсик этот маленький у нас, голова должна держаться. Итак, сейчас, секундочку. Значит, смотрите, берем, выводим сюда снаружи нашу ниточку. Здесь, где у нас был переход, это будет у нас сзади часть. И будем пришивать за вот столбики, как мы пришивали им голову. За вот эти вот ножки столбика. Вот так.
Далее также берем здесь. Вот именно тут у нас столбик наш и его ножка. Будем стараться пришивать каждые ножки, потому что у нас одинаковое количество. И так будет более аккуратней, если голова будет пришита за каждую ножку, за каждый столбик. Вот так пришиваем. Если надо, смотрите, вот когда остается немного пространства, не хватает, например, синтепона, дополните, чтобы голова держалась плотно. Так, голова пришита. Теперь я буду располагать руки. Вот у меня тут где-то есть убавки, там по виду видно, по форме. Их буду вперед располагать вот этими убавками. И на расстоянии вот раз, два ряда, вот к третьему ряду буду пришивать вверху. Здесь и здесь. Именно вот в таком положении по кругу я пришью ручки. Так, ручки пришиты. Теперь ножки я располагаю также сбоку, именно вот так. Вот в таком положении пришиваю ножки тоже по кругу. Вот ножки пришила, я еще и сделала волосики. Но волосики, смотрите, по желанию хотите, цепляйте. Я провязала раз, два, три, 4, да? Раз, два, три, 4 ряда волосики. Такие вот коротенькие. Вот, это уже по желанию. Теперь, ну, пупсик в принципе готов. Вот, можно связать ему еще кофточку, если это мальчик, платье, если это девочка. Но если это девочка, то волосики, конечно, надо подлиннее оставить, чтобы можно было там, так сказать, резиночку одеть, к примеру, чтобы более на девочку было похоже. Но я отрезала коротко, поэтому у меня получился мальчик. И, соответственно, я свяжу кофточку. Итак, набираем 27 воздушных петель. И начиная со второй петли от крючка мы провяжем 26 столбиков без накида. Вяжу я крючком номер 3. Провязали, воздушная петля, поворот. Вяжем 3 столбика без накида. Раз, два, 3. Набираем 5 воздушных петель. 5 столбиков пропускаем. И вяжем с 6 столбика, начиная, вяжем 10 столбиков без накида. Провязали 10 столбиков, набираем 5 воздушных петель, цепочку. 3, 4, 5. Пропускаем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. И с 6 столбика провязываем 3 столбика без накида. Воздушная петля, поворот. У нас получилось 26 столбиков. Теперь вяжем 26 столбиков, включая вот эти вот 5 столбиков, которые вяжем столбиками без накида до конца ряда. Далее делаем воздушную петлю подъема, поворот, даже 2 воздушные петли, 2 воздушные, поворот. Теперь будем вязать столбиками с накида. Вяжем в эту же петелечку столбик с накидом, затем прибавка, прибавка из столбика с накидом, 5 столбик с накидом и прибавка. И так чередуем. Столбик с накидом и прибавка. Провязали. Теперь смотрите, если вы будете вязать платье, например, если девочку, то следующий ряд вяжите еще один ряд с прибавками. То есть набираете 2 воздушные петли, поворот и вяжите 2 столбика и прибавка. Еще ряд с прибавками. А потом уже, если хотите
на ряд длиннее провяжите без изменений ряд. Еще один столбиком без накида, и у вас получится платье. Если кофточка, значит на этом она у нас закончилась, но мы сейчас по кругу обвяжем 2 ряда столбики без накида. Делаем воздушную петлю и начинаем вязать. Столбики с накидом я провязываю. Столбик с накидом у меня будет 2 столбика без накида. Дальше потом здесь один столбик, еще один. Дальше будем поворачивать 2 столбика для поворота. Далее вяжем по цепочке. Дошла до угла. Здесь на углу провязываю 2 столбика для поворота. И далее столбик, столбик без накида. Тут ряд. Далее ряд столбиками с накидом. Последний столбик с накидом я провяжу 2 столбика для поворота. И по низу провязываю столбики с накидом. Ой, простите, без накида. Далее дошли до края. Теперь, значит, что у нас тут получилось? Провязываем соединительный столбик. Тем самым мы заканчиваем нижний ряд, потому что по низу мы больше вязать не будем. Делаю воздушную петлю подъема. В этот же столбик вяжу столбик без накида, воздушная петля, один столбик пропускаю, следующий провязываю столбик без накида, воздушная петля, столбик пропустила, следующий провязала, воздушная петля, пропустила, и вот тут вот получается на углу, выше угла я начинаю дальше. Просто дальше вяжем по верху столбики без накида. Для чего я это сделала? Потом мы проденем сюда ниточку, веревочку или ленту. Пуговицы мы не будем пришивать, просто ленточкой, чтобы стянуть сзади кофточку. Вяжем до следующего угла. И вот дошла я до угла. Вот у меня тут 2 столбика для поворота. Вот один из них я провязываю столбик, воздушная петля, пропускаю, следующий столбик, воздушная петля, пропустили, воздушная петля, и последний мы сделаем соединительный столбик. Так, сделаем мы соединительный столбик за заднюю стеночку петли, чтобы более аккуратнее закончился у нас край. Вот. Так, немножко отрежем длиннее, чтобы удобнее было спрятать эту ниточку. Вот такая кофточка получилась, простенькая. Я не стала тут ничего придумывать. Взяла просто этой же пряжей, стянула здесь за те воздушные петельки, которые оставляла. Вот, теперь можно связать еще шапочку по желанию, если хотите. Но я свяжу, а там вы смотрите, хотите, вяжите. Я буду вязать такого же цвета, как кофточка. Крючком тоже 3, номер 3. Итак, кольцо набрали мы 6 столбиков без накида. И теперь будем вязать, опять же, вот как мы вязали голову, будем вязать сначала круг. Провяжем до 8 ряда, в котором у нас 6 столбиков и прибавка. Вот довязываем до этого ряда, до 8. И дальше будем вязать шапочку. Она тоже вяжется просто. Ну вот, провязали мы круг. 48 столбиков у нас в 8 ряду. Теперь с 9 по 11 ряд мы вяжем без изменений 48 столбиков. Автор, значит, советует провязать 3 ряда, но я посмотрела, мне показалось маловато, и провязала еще 2 ряда. В итоге я без изменений провязала 5 рядов. А там посмотрите, как вам выглядеть будет для вас шапочка. Мне показалось, что она не будет держаться. Маловато рядов. Теперь следующий ряд
мы вяжем 2 столбика и прибавка. И повторяем так до конца ряда. Такую вот комбинацию. 2 столбика и прибавка. Итак, провязали, значит, ряд с прибавками, затем вяжем 2 ряда без изменений. 64 столбика, которые у нас получились. Можно на этом этапе шапочку уже закончить, но я хочу провязать еще последний ряд рачьим шагом. Вот это вот я уже беру. Значит, делаю соединительный столбик в следующую петелечку, воздушная петля подъема и вяжу в обратном направлении рачьим шагом ряд. Смотрите, если вам это не нравится, вы можете этого не делать. Ну вот, все, шапочка готова. Я решила там привязать веревочки вот эти вот. Ну так просто, если вдруг упадет, чтобы она не потерялась, хотя бы повисла на шее. Вот. Все, наш пупсик готов. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Такой вот маленький пупсик получился. Давайте я вам скажу, может, да, какой он размером. Самые выпуклые части. Возьмем голову и ножку. Значит, получился он у нас 15,5 сантиметров. Такой вот маленький пупсик. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Это у нас второй пупсик. Первый, который мы связали с вами, он побольше. Вот, вяжите с удовольствием. Увидимся с вами в следующем видео.